Джон Пол Гетти в 50-70-х годах являлся самым богатым человеком на Земле. О его богатствах, как, впрочем, и о его чудачествах, ходили легенды. В 30-е годы Пол Гетти скупил несколько нефтяных компаний, ставшими фундаментом его финансовой империи, а в 1949 году купил нефтяную концессию в Саудовской Аравии, которая в 50-х годах стала приносить миллиардные прибыли. Но при всем своем богатстве Пол Гетти отличался невероятной скупостью, если не сказать жадностью, которая иной раз имела поразительные размеры. Я не буду говорить про экономию на одежде. И действительно, зачем тратить деньги на новые рубашки, когда износившиеся манжеты можно просто подстричь ножницами? Да и про многие другие чудачества промолчу, на это просто не хватит времени. А перейду сразу к сути, благодаря которой Пол Гетти и приобрел большую известность среди широких масс. Летом 1973 года его внуку Джону Полу Гетти III было 16 лет. Юный разгильдяй относился к поколению золотой молодежи. Его мать к тому моменту была давно в разводе с отцом, Джоном Полом Гетти II, и обосновалась в Италии, где и растила своих отпрысков. Джон Пол Гетти III был потомственным лентяем, ничем себя не утруждая, проводил время в бесконечных тусовках. И надо было такому случиться, что 10 июля юного Гетти похитили прямо на площади в Риме. Нет, конечно, случай небывалым назвать никак нельзя. Во все времена у миллионеров случаются такие казусы, когда членов их семей периодически крадут. Тут уж, конечно, про деньги не думаешь, лишь бы чадо вернули живым и здоровым. Здесь же все в точности наоборот. 5 месяцев никто из семьи и не чухал о его пропаже, считая сначала, что юнец просто где-то отрывается. Когда стали приходить требования о выкупе, тоже никто не забил тревогу, считая, что мальчик просто решил таким образом вытащить из деда деньги. Когда требования стали принимать уже угрожающий характер, его дед Пол Гетти I с беспечностью параноика повторял, что, мол, у него 14 внуков, и если он заплатит за этого лоботряса хоть цент, то на следующее утро у него будет 14 похищенных внуков. Наступила осень, и в один из дождливых ноябрьских дней в какую-то местную итальянскую газетенку пришло письмо, а в конверте лежало отрезанное ухо и записка с требованием заплатить $3,2 миллиона, иначе впредь наследник будет приходить в посылках только уже частями. Только после этого началась какая-то движуха. Скаредный дед согласился заплатить выкуп. Кучу наличности отвезли на заснеженную бензоправку на границу с Калабрией, где вскоре обнаружили и самого Гетти III, продрогшего и завернутого в одеяло. Самое интересное, что Пол Гетти I заплатил $2,2 миллиона. Это максимальная сумма, которую можно было вычесть из облагаемой налогом прибыли, а 800 тысяч он судил своему сыну под 4% годовых. Ничего личного, как говорится, бизнес есть бизнес.